Почему черепаха медленно дышит и так долго живет? А мы говорим о биологической энергии, ведь не случайно кислород приходит, по крови доносится, да, и вот молекула ТФ, аденозин-трифосфат в клетках, они преобразуются и дают биологическую энергию. Было все непонятно, какие-то волшебные вещи, может быть, какие-то эзотерические, мистические, ритуальные или там какие-то трансовые. Никаких объяснений не было. Если люди научились уже позы тела, как-то там язык тела, да, корректировать, то с дыханием пока еще вот нет. То есть дыхание выдает всех, что с человеком происходит в его жизни. Как может на кости влиять дыхание? Я думаю, при чем тут кости, да, вот костные структуры и дыхание, там, вдохи и выдохи. Оказывается, она влияет. Нотки диафрагмы. Диафрагма — главная дыхательная мышца. Ножки крепятся к поясничному отделу позвоночника. Дыхательные практики, о чем люди, скорее всего, не догадываются, могут занимать несколько секунд. Несколько секунд. Один вдох Такие и выдох. тренировки мне понравятся. Мне нравится, как внешность преображается. Вот давайте на этом поподробнее остановимся. Да. Вы дадите нам, нашим зрителям, Конечно. фишечки? Конечно. Блин, вот вы прям молодец. Можно как образец зрители могут смотреть. Когда-то я услышала от кого-то, даже уже не помню, почему черепаха живет 300 лет. Мне сказали, что потому что она медленно дышит. Мне это как-то очень глубоко запало в мои мысли. Вот, я об этом думала, и даже как-то автоматически с этого времени я стараюсь медленнее дышать, когда вспоминаю об этом. Мне давно хотелось разобраться в этой теме. И сегодня у меня дыхательный терапевт, эксперт по дыханию, автор книг, научных исследований в области осознанного дыхания. Любовь Богданова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня пришли. И постараемся сегодня разобрать, почему черепаха медленно дышит и так долго живет. Вот. Для чего вообще правильно дышать? Потому что я думаю, что всем будет это интересно. И, как всегда, я люблю разбираться с научной точки зрения, поэтому как раз-таки Любовь у нас в этом плане просто максимальный эксперт. Вы почти всю жизнь занимаетесь своей какой-то осознанной, разбором этой темы. Более Да. 30 лет на данный момент. Да, немножко прям вот расскажите, чем вы занимаетесь, как вы к этому пришли, и будем дальше по ходу дела искать ответы на вопросы и вообще интересные лайфхаки и образ жизни свой, может быть, даже изменит кто-то. Очень надеюсь вдохновить кого-то Мгм. на то, чтобы Да. обратили на это внимание. Сейчас я веду проект, который называется «Международный центр изучения и практики осознанного дыхания». То есть в этом две части, как мы видим. Изучение работы с дыханием, работы дыхания, дыхательных практик, физиологии дыхательной деятельности. И практический сектор, когда вот я веду обучающие тренинги, а также я обучаю специалистов, и у меня уже есть много выпущенных инструкторов. Это вот работа с клиентами, индивидуальные занятия, групповые, и там в разных городах, где инструктора наши есть, и в онлайне мы все работаем. И суть этой работы — показать человеку возможности его собственного дыхания как инструмента, который максимально удобен в повседневности. Ведь дыхание у нас всегда при себе. Оно доступно в любой ситуации, в любой обстановке, в любой момент времени. Его невозможно забыть, как таблетки купить, да, или там разрядилось какое-то оборудование, гаджеты. То есть дыхание наш самый верный друг и надежный спутник. Моя история может быть типичная, может быть удивительная. В первой части своей жизни я работала в офисе, и была непростая офисная обстановка. Это была международная организация, достаточно высокий круг обязанностей, ответственности, много стрессов. Много стрессов. И жизнь такая не очень благополучная была, и много переживаний и в личной жизни, и здоровье какое-то не очень хорошее. И, может быть, так и многие люди и живут. Вот. И я достаточно случайно, на самом деле, попала на дыхательный тренинг. И это были 90-е годы, когда на развале СССР только что-то начиналось, было все непонятно. Какие-то волшебные вещи, может быть, какие-то эзотерические, мистические, ритуальные или там какие-то трансовые. Никаких объяснений не было. А еще любопытно, что мы вопросов тоже не задавали, участники таких тренингов. Вот. И как-то меня это увлекло. Я поняла, что после практики я себя как-то чувствую хорошо. И несколько лет я посещала такие тренинги. Потом я заинтересовалась, как можно узнать понадежнее, что там все-таки происходит, раз уже результат был замечен, что он хороший, он мне нравится, но что за этим стоит? То есть вы уже начали что-то делать, да, как-то дышать по-другому, да, и что Нет, именно, какой речь была о результат? Да? посещении тренингов. М. И приезжал зарубежный учитель, он приезжал один раз в год.
приезжала 1 раз в год. Это был 9-дневный тренинг, выездной, как правило. Мы в каком-то пансионате находились, и целый день утром, там, днем, вечером, да, как пионерский лагерь, когда много всего событий, или санаторий, да, вот много программ такая вот, и там много было всего с дыханием. И, ну, какое-то время хватало за дело этого, и хотелось понять, что буквально в этом работает. И я случайно о себе как раз узнала, что у меня оказалось системное мышление. Я даже не подозревала, что у других людей не так. Вот, и стала сама с этим разбираться. У него была программа инструкторского обучения. Мне казалось, это, ну, невозможно, это очень сложно и достаточно страшно, ведь с людьми там какие-то глубокие процессы происходят. Вообще мы влияем на физиологию, да, человек дышит, он как-то вот, вдруг у него с сердцем что-то, или давление, или там, не знаю, беременная женщина. То есть все эти вопросы у меня были. Многих людей это все вообще не интересовало. То есть вот я сейчас вижу все-таки спустя 30 лет, ведь ну, во многом такое остается. Люди не задают эти вопросы, и хотя бы следовало, на мой взгляд, Ну, поэтому следовало. я вас позвала, потому что я вижу, что, чего-то много всего происходит, каких-то там и эзотерических вещей, и, ну, то есть Да, вот что-то есть что-то смелые кто-то что-то ведущие, делает, которые да. предлагают что-то, и клиенты достаточно, ну, такие не очень интересующиеся достоверностью какой-то. Вот, то есть они друг друга встречают, и, ну, результат, я не знаю, кто за что там отвечает, Мгм. да. По крайней мере, я вот как очень неуверенный в себе человек, я никак не могла вот принять эту программу инструкторского курса, потому что, ну, я не понимаю, что вдруг будет с клиентом или вот еще что. То есть было недостаточно. Хотя я эту программу обучения прошла 3 раза. Мне очень нравился этот мастер. И, я организовывала для него туры по России, вот в СНГ, в разные страны. То есть, получается, я больше всех прошла обучений. Когда он в одном городе проводит инструкторские курсы, а я вот во время поездок с ним я несколько раз, проходила, и фактически трижды полный курс я прошла этот инструкторский. Мне все равно было недостаточно вот этих знаний и какой-то практики. Но, тем не менее, пока есть любопытство просто. Я просто присутствовала, я даже не то, что я, ну, не говорила, что там: "Давайте я пройду, там, сертификат получу". Просто было любопытно. И, мне безумно нравилось то, что он делал. Я конспектировала, я переводила его статьи. То есть я прям в глубину погружалась, вот, и обратила внимание на его фразу: "Если вы по-настоящему хотите узнать возможности дыхания, идите в любую школу, где с этим работают, и вы там, ну, что-то еще почерпнете для себя". И я так буквально и поступила. Пройдя уже трижды у него эту программу, я поняла, что есть же очень много всего еще, что вот в Москве, там, в России, в мире есть о дыхании. Я стала вот обучаться в разных школах, которые только могла найти. И у меня получился какой-то переизбыток информации, совершенно какой-то бессистемный. Потому что в одном месте говорят, что, ну, дышите так, в другом дышите глубже, да, дышите глубоко, там пусть будет интенсивное дыхание. В другом месте, например, метод Бутейко. Ни в коем случае. Вы умрете, это смерти подобно, глубокое дыхание, вы теряете углекислый газ там, и так далее. Везде есть какие-то аргументы, и все это не стыкуется между собой. Я вот в какой-то момент решила разобраться с этим, вот, и, стала, составлять список того, чем человек, пользуется в своем дыхании. То есть если мы занимаемся практикой дыхания, мы что-то намеренно в виде тренировки, мы что-то делаем со своим телом. Вот, и у меня получилось, 7 параметров, чем может человек сам управлять в своем дыхании. Мы же можем дышать вот быстрее или медленнее. Любой человек вот, ну, может так, Ну, я начать, поняла, что медленнее, дышать лучше, да? Сейчас вот Можно 300 лет, да, пока не спешим, вот если прожить. мы рассматриваем дыхание как инструмент, да, то Мгм. вот немножко с ним, чтобы познакомиться, что он может нам дать. Оказалось, что он может нам дать 7 таких аспектов, в которых человек может им управлять. И вот я хочу сейчас, ну, и вам, чтобы вы проверили, и зрители, может быть, чтобы проверили, есть ли ощущение, что да, я же могу дышать быстрее или медленнее. Вот прям я решил в волевом режиме буду дышать быстро или медленно. Или поглубже вдохнуть, или более поверхностное дыхание. Или приложить усилия. Вдох такой сильный, или выдох, дуть, тоже выдох с усилием. Или разные пропорции. Вот квадрат дыхания, всем известный, наверное, когда задержки, дробные вдохи, то есть как-то с пропорциями поиграть. Или направить дыхание в живот, или в грудь направить дыхание. Вот вы киваете, согласны, что вы можете Ну такое со своим да, это дыханием можно, все потому что делать? я иногда, ну, как бы на йогу хожу, и там вот какие-то дыхательные Да, практики да-да-да. делаем, там пранаяма, да, там что-то Так, зажимаешь, вот да. еще 2 у нас Мгм. осталось. Звуки дыхания. Мы можем очень тонко, беззвучно дышать или можем шумно, намеренно или даже с какой-то вокализацией вот придавать. То есть звуки дыхания человек может регулировать. И дыхательный канал. Дышать носом или ртом. Мгм. Вот. И оказалось, что вот это такой инструментарий, и их всего 7. И я помню, что когда этот список я записала, думаю, что еще, и больше ничего, ну, как-то не приходит в голову. И я смотрю на это, думаю, 7, ведь это же не случайное число, как 7 нот музыки или там 7 цветов радуги, 7 чакр, Интересно. да, вот в каких-то системах координат. Вот я думаю, может быть, это и есть ответ, что из этих 7 нот дыхания складываются все мировые школы и практики.
И я несколько лет, с 2012 года, проверяла свою догадку, верно ли это. И я связывалась с создателями крупных методов, руководителями крупных мировых школ, потому что, ну, как-то не могла поверить, да, что в мою голову какая-то такая вещь фундаментальная, глобальная пришла. Вот. И в итоге, в общем-то, подтвердилось. Я спрашивала, вот ваш метод, он известный, например, Ребёфинг, достаточно крупная школа, и вот для меня очень значимая, я много тоже в этом методе работаю. В школах йоги, цигун, тантрические школы, там авторские еще методы, там вайбрейшн еще один метод. То есть в разных старалась найти первых лиц, выясняла эти 7 параметров, оказалось, что все верно, все справедливо. Можно этими 7 параметрами дыхания описать любую школу и любую методику. Я думаю, ну вот же тогда не нужно конфликтовать, школы противопоставлять друг друга. Как в музыке есть разные Мгм. стили, разные произведения, но никто же не возражает против нотной грамоты, да, нотный стан, до ре ми фа соль ля си, да, то есть это вот и есть общий фундамент. И это настолько стало удобно работать с клиентами, разбирать практики, подбирать практики под клиента. И сам человек, он начинает понимать, например, если люди делают упражнения, они поначалу не могут дышать быстро. Как упражнение это нам полезно. Вот, и через несколько занятий они понимают, о, а я теперь могу. Быстро и скорость восстановилось дыхание. Вот. А самое главное, очень хочется... То есть эта вся сфера, она относится к помогающим профессиям. И мне вот прям очень хочется, то есть почему я говорю, я счастливый человек, потому что это приносит пользу людям. Мне это безумно нравится и интересно. Я очень рада, когда у людей есть встречный интерес, они приходят и хотят узнать возможности дыхания. И это делает их жизнь лучше. Потому что, по сути, дыхание как инструмент вот саморегуляции, не побоюсь такого слова, да, воздействия на самого себя. И очень горько, если люди его не используют. Я об этом так говорю, что вот раз мы выяснили, вы можете регулировать свое дыхание. Это мышцы, которые вы можете в волевом режиме управлять, да, начать быстрее, медленнее, задержать дыхание. Вопрос, делаете ли вы это? И Нет. если делаете, то знаете ли, что это вам дает? И если ответ нет и нет, ну, получается, люди упускают природные возможности, которые есть в жизни. Поэтому Там- я вас сегодня позвала, да, чтобы немножко понять вообще, что, зачем это делать, для чего, чем это может помочь и, насколько это сложно. Как бы, вот про да. сложность. Раз мы вот сейчас цепочечку, да, такую выстраиваем информационную, раз мы говорим, что это возможности, данные от природы, управление своими мышцами. И для примера можно посмотреть другие мышцы, которыми человек управляет, это возможность дана от природы. Шевелить руками и ногами. Вот что можно сказать, это сложно или нет? Нужно это или нет? Можно ли это Ну, по игнорировать сути, и не можно сказать делать же, что этого? все равно дышат. То есть, как бы, ну, как бы, может быть, сейчас некоторые зрители скажут: "Ну, я же дышу, я же, если бы я не дышал, я бы уже меня тут не было бы". Вот. И это Вот. получается инструмент, которым человек Мгм. не пользуется. Ну, мы же пользуемся, мы же дышим. Нет, А нет, тут нет, да, это да. автоматически. Если Мгм. человек просто дышит, он дышит автоматически. И здесь у нас открывается вторая огромная проблема, которая тоже через эти 7 минут она может хорошо решаться. Но важно что иметь в виду? Дыхание уникально тем, что это единственная функция в теле, которая имеет из важнейших, жизненно важных функций двойной режим. Потому что оно может быть естественным, когда вот люди говорят, ну я просто дышу, я же и так дышу, что тут делать, оно и так у Мгм. меня есть. Это естественный режим дыхания, человек не может его себе в заслугу поставить. Это природа и физиология нас обслуживает, вас обслуживает, всех обслуживает. И как она это делает, здесь тоже очень много есть вопросов. Да, это какой-то уже чит-код, который, возможно, поможет, кому-то стать моложе, кому-то не стареть, может быть, не моложе, да, но не стареть дальше или как-то, ну, что вообще, Э, какие есть, Это я сейчас да. еще расскажу. Мгм. Хочется, чтобы вот сложилось понимание, что человек упускает и что он мог бы поделать. То Мгм. есть мы говорим, что есть естественное дыхание, которое человек получил просто от природы, а оно может быть искаженным еще. То есть оно, казалось бы, как-то нас обслуживает, но оно настолько все подавлено и в результате там, жизненных обстоятельств, в результате неверного воздействия, в результате просто отсутствия информации. Как вот Вредные привычки, наверное, да, и еще, вредные да. привычки. Вот очень много факторов влияют на то, что у человека фактически получается не свое дыхание. Оно, казалось бы, от природы, но оно вообще не его. А Оно как понять, настолько что оно не извращенное. свое? По своей жизни можно понять. Если человек недостаточно счастлив и недостаточно здоров, то здесь, скорее всего, стоит разобраться со своим естественным дыханием.
М. Нужно проверить и как раз выяснить, насколько оно свободное, полноценное, вот буквально и восстановить вот это свое истинное дыхание, убрать искажения в своем дыхании. Мы сейчас говорим про обычное дыхание, не какие-то там вот Да, дыхания естественное матками, там, дыхание. которые Нет, многие мы тут, говорим естественное практикуют. дыхание. Вы Да. вот спите, а оно вас обслуживает. Вы в течение дня занимаетесь своими важными делами, а дыхание вас обслуживает. И вот это масштабы катастрофические на самом деле. Ведь мы делаем от 15 до 20 дыханий в минуту. В течение суток это 25 тысяч повторов примерно. И если вы каждый раз один и тот же шаблон воспроизводите, нарушенный и искаженный, вы утверждаете в своей жизни, усугубляете вот эти какие-то нарушения. А ведь дыхательная функция, она не случайно связана с разными системами и органами, то есть начиная от физического здоровья и психоэмоциональное состояние. А в нашей жизни, когда у людей много стрессов, много психологической нагрузки, это ну, прям тоже вот каждый первый, не скажу каждый второй, каждый первый, который приходит к нам, вот они все об этом говорят, что есть проблемы по здоровью и по стрессам. Вот, то есть естественное дыхание. Уже есть вопросы. Нужно разобраться, насколько оно искажено, восстановить свое дыхание. И есть второй режим, когда человек может в волевом режиме управлять своим дыханием, и тогда это получается дыхательные упражнения, какие-то практики, которые человек делает. И тут тоже очень много вопросов. Зачем вы их делаете? А что вы хотите получить в результате, что вы идете? Потому что обычно люди, ну, не в теме, они просто видят, какая-то школа, ну, я туда пойду. Там какая-то йога или там, не знаю, Бутейка, Вим Хоф, да, какой-то авторский метод. Тут они куда-то приходят, какие-то общие слова они там услышат, и как-то вот все в общем и непонятно кому, для чего и что буквально это дает. И здесь я хочу подчеркнуть важность все-таки профессиональной работы. Удивительным образом много ведущих непрофессиональных вот в этой сфере, они предлагают какие-то дыхательные тренинги, ну, я считаю, это ответственность клиентов. То есть кому вы идете, доверяете свое ну, здоровье, да, и психические какие-то вопросы, физиологические, но все-таки хочется, чтобы клиенты там выбирали осознанно, потому что есть профессиональный подход. Можно навредить вот такими техниками? Если неправильно подбирать нагрузку, то, в принципе, конечно, это не так и безопасно. Вообще вот есть международный профессиональный стандарт для специалистов по работе с дыханием. После того, как я убедилась в том, что вот 7 параметров дыхания, они работают, я хотела поделиться с кем-то, кто серьезно вот этим Мгм. занимается. А у нас в России нет такого профессионального сообщества. И вслед за своим учителем вот я поняла, что за рубежом есть. 25 лет уже работают организации. Причем синхроничность интересная была. Они получили аккредитацию при ЭКОСОС ООН в 2015 году. И я вот со своей этой методикой 7 минут дыхания к ним пришла. Это Это я им сообщила да, о том, что вот да. есть системный Мгм. подход, который позволяет все школы поставить на один фундамент, и это приобретает черты нормальной профессии. Вот в любой же профессии есть там общая часть, да, а дальше какие-то специализации. Вот в работе с дыханием тоже неплохо бы знать вот эту общую часть и историю, что из себя представляют другие методы, да, и какие-то приемы, техники и инструментарий, чем мы влияем. Ну, вот сейчас я уже даже и назвала 7 Да. параметров дыхания, вот эти управления ими человек может применять. И здесь хочется сказать, вот на что это может влиять. У человека ведь идет его жизнь, и он оценивает свою удовлетворенность, какую-то счастлив я, доволен я, да, то есть это внутренний мир человека и его гармоничное внутреннее ощущение самого себя. То есть не хочется слово гармония какая-то абстракция, да, но тем не менее вот как-то, когда вам внутри себя хорошо, и вы Комфортная, понимаете, да, да, то есть, да. комфортно Мгм. душе, да, вот что-то такое, любыми словами пусть люди для себя это выберут, но когда внутри вам, внутри самого себя хорошо, и вы понимаете, вот все так, мне нормально, и вот и жизнь как-то и я себя в этой жизни чувствую хорошо. То есть это всегда мы чувствуем только собой внутри. И удивительно то, что вот ко мне даже психологи, психотерапевты и медики приходят тоже на обучение по дыханию. Не бывает простого ответа, а что из себя представляет внутренний мир человека. Где у меня это внутри, где мне хорошо или нехорошо. У нас есть такой инструмент, почему у нас называется осознанное дыхание. Это двухшаговая система. Первый шаг– это осознанность, а второй шаг– дыхание. И осознанность– это направление внимания внутрь себя. Без него, я считаю, любые внутренние методы ну, очень плохо будут работать, они номинально какими-то механическими становятся. Ну вот, поэтому и дыхание вместо механического, когда можно просто качаться, дышать там как-то мощно там, или по времени, или все что угодно делать, секунды, минуты. Вот, и это не будет менять жизнь, будет менять ну, физиологию, там какие-то элементы. А жизнь меняет, когда человек получает контакт с собой и возможность на это воздействовать. И вот у нас используется такой взгляд на внутренний мир человека из 4 уровней. Физический уровень, эмоциональный уровень, ментальный уровень пространства мыслей и вот ну, духовный или интуитивный, что-то такое за Мгм. пределами логического ума, но вот то, что все-таки многие соглашаются, что тоже что-то такое есть. И вот если человек привыкает заглядывать внутрь себя и проверять эти 4 уровня внутри себя,
то тогда, если обнаружить, что все хорошо, можно дыханием как раз поддержать, напитаться и закрепить, что да, это есть в моей жизни, пусть оно закрепляется. А если что-то нехорошо, то тут дыхание как виртуозный инструмент, которым вы сами можете это исправить. И что можно исправить на физическом уровне? Недомогание, заболевания, хронические заболевания. То есть у нас не лечебная деятельность, в случае заболеваний нужно идти к доктору. Но когда хронические, вот уже вне обострений, да, но они просто вот долго тянущиеся, поддержать, восстановить свое здоровье, дыхание можно великолепно. Нормализовать какие-то функции, чтобы они уже и не портились. То есть хроническое испортилось, да, потом улучшилось в стадии ремиссии. И вот укрепить в стадии ремиссии настолько, что оно все реже будет портиться, менее остро протекать. То есть эти вот инструменты через дыхание решаются. На физическом уровне усталость. Когда человек вот нет сил, к вечеру не могу только с работы приехать, брык на диван, да, уже не то, что куда-то идти, или с детьми заниматься, или спортом пойти, или культурное что-то. Не бывает сил у людей. Хуже этого может быть то, что утром человек просыпается уже без сил, не выспавшаяся, и проблемы сна тоже колоссальные, Ну, я это вижу по какой-то, клиентам. да, заряд энергии. То есть это все равно какая-то есть энергия, да, то есть и дыхание можно Вот, ее, да. совершенно верно, да. То есть здесь вот если мы начинаем осознанно с такими Мгм. вещами разбираться, то мы понимаем, какая причина, и вы уже действительно справедливо её назвали. Поэтому, если нехватка энергии, то нам нужны энергетические практики. И здесь дыхание, оно дает такой ответ. Но прошу сразу обратить внимание, это не в плане космической энергии и эзотерики, Мгм. когда вот люди сидят, медитируют или фантазируют, да, или они галлюцинируют, что только люди не делают в плане энергетического дыхания. А мы говорим о биологической энергии, ведь не случайно кислород приходит, Мгм. по крови доносится, да, и вот молекула АТФ, аденозин-трифосфат, в клетках они преобразуются и дают биологическую энергию, за счет которой организм, собственно, и существует наш. Вот этой энергии людям не хватает. А это качество дыхания как раз. И вот то самое первое, не свое искаженное дыхание, когда мы не задумываемся, оно нас не обслуживает. Недостаточно, получается. И уже такие проблемы на физическом уровне. То есть получается, что, это в любом случае какой-то фундамент. Сначала дыхание, а потом уже все остальное, там спорт, какие-то еще там практики, да? То есть Да, даже да, когда люди да. приходят в школу, я за любую Мгм. школу. Я считаю, нет ни одной плохой школы дыхания. Но Мгм. если человек туда придет, а у него искаженное вот это свое дыхание, или, ну, оно не А как свое, это, да, фактически. фактически искаженное? Как вот, ну, если понять не только, что там жизнь плохая или еще что-то, а вот, как-то можно почувствовать, Да, что оно это вопрос, ну, искаженное? некое Да. просвещения Мгм. или обучения. Я всегда это сравниваю с осанкой. У Мгм. людей есть понимание, что осанка может быть правильная или неправильная. И вот насколько люди понимают признаки правильной осанки, но все-таки нужно пойти, да, уделить время, как с этим поразбираться. И вот с признаками дыхания то же самое. То есть они есть, вот по всем 7 параметрам есть правильные и неправильные признаки. Вот, и ну, надо разобраться, узнать это, проверить, как у самого человека. И если обнаружится нарушение, ну, надо взять программу тренировки и восстановить. Потому что это очень благодарная сфера, потому что дыхание– это работа мышц, а мышцы можно тренировать. Другое дело, это не за один день делается, но это вот порядка 40-дневный у нас, как правило, базовый курс рекомендуется. И за 40 дней А сколько в тренировок. день нужно делать по времени? И это Да. тоже очень такая прям благодарная Мгм. история, потому что дыхательные практики, о чем люди, скорее всего, не догадываются, могут занимать несколько секунд. М. Несколько секунд. Один Это вдох и такие тренировки выдох. мне понравятся. Конечно, конечно, это практики для повседневности. Я же сама вот в таких условиях и живу, и я понимаю, кто ко мне приходит. И почему я говорю, их можно выполнять в любой ситуации, в любом положении, сидя, стоя, лежа, в ходьбе. Даже незаметно для окружающих можно делать тренировки. И вот один вдох и выдох уже является дыхательным упражнением. Если хотите, вот можем сейчас тоже его Давайте, да. сделать, потому что в нем, например, мы начнем работать сразу с очень важным понятием баланса. Мгм. Вдох и выдох уже образуют баланс, очень ценный в природе, да, вот когда мы наполняемся и мы освобождаемся чем-то. А также мы добавим еще один уровень напряжения, баланс напряжения. И я обычно прошу начать с естественного вздоха облегчения. Так, вот вы молодец, вы неплохо его Да? сделали. Да, потому что в таком дыхании это был один вдох и выдох, и в нем получается фаза вдоха, это такая условно рабочая фаза напряжения, когда мы намеренно втягиваем в себя воздух, мы поработали, но нам выдох нужен, отпускающий, расслабленный. Вот вы прям молодец, может, как образец Мгм. зрители могут смотреть. Да, и по клиентам я вижу, что очень большие проблемы. Не Они, могут выдохнуть? они не могут отпустить выдох. Нет отпускающего расслабленного выдоха, то есть и это показатель современной жизни, к сожалению. Да, у нас всех очень много напряжений, нагрузок, стрессов и всего прочего, поэтому и в дыхании это проявляется.
Если вот я как специалист уже понимаю язык дыхания, я просто с человеком разговариваю, он же в это время дышит, и что-то он делает, и я уже могу предположить, так, у него тут со здоровьем, и вот, наверное, голова болит, и вот и стрессов, наверное, и переживания. То есть уже видно по качеству естественного дыхания, которое искаженное, да, я вижу, где вот эти искажения. Вот, поэтому если люди научились уже позы тела, как-то там язык тела, да, Мгм. корректировать, то с дыханием пока еще вот нет. То есть дыхание выдает всех, что с человеком происходит в его жизни. То есть один вдох и выдох уже является упражнением. Это вот то, что я сейчас сделала, это уже упражнение. Ну, как бы. Это упражнение, это А базовое что это? упражнение Да. Мгм. дыхательной терапии. Оно имеет название очищающее Мгм. дыхание, и оно очищает внутренний мир, вот о котором мы начали говорить, физический уровень, эмоциональный уровень, уровень сознания и вот какой-то доступ к интуиции. Обычно люди хотят, чтобы у них все было благополучно. И тело, чтобы было здоровым и таким энергичным, и эмоции, чтобы были стабильными и разнообразными, и мысли, чтобы были ясными, и как-то творческое мышление, да, и интуиция, чтобы подсказывала. Вот и мы к этому ведем. Берите дыхание и применяйте. Если что-то не так, начинайте применять упражнения. И вот такое короткое. Это социально приемлемое также. Вы можете в повседневности его делать где-то на улице или в офисе, там рядом какие-то люди. А вы вздохнули, да, и, Мгм. как говорится, здесь ничего такого предосудительного нет. То есть не требуется а, специальное помещение выбирать, специальное место выделять. Вот практики для повседневности. И это малый формат дыхания. То есть из моей работы вот по системному подходу к мировому дыхательному наследию я поняла, что у людей как-то вот нет ясности, и стараюсь тоже всем подсказывать, что не нужно представлять, что вам нужно прийти на класс йоги, расстелить коврик, там, переодеться в трико, завязаться там в позу лотоса бантиком. Да, это некоторые люди ведь не видят себя в таком амплуа, да, и поэтому они говорят, мне вообще-то дыхание мне не подходит. Она говорит, как оно не подходит? Вы же и так дышите. Просто возьмите маленькие порции, и вот малый формат дыхания, один вдох и выдох. Средний формат дыхания, несколько повторов дыхательных циклов, тоже какие-то инструкции к ним должны быть, но они могут занимать 5 секунд. 5 секунд. И точно так же могут быть незаметные или какие-то очень компактные, никто там не осудит вас, когда вы будете такое дыхание делать. 20 секунд — хорошая порция дыхательной практики. 20 секунд, обратите внимание, мы по-прежнему говоря о секундах. 1 минута уже большая порция, 1,5 минуты прям существенная порция. 5 минут — это уже от 5 минут терапевтическая доза начинается. Это уже серьезное влияние на стабилизацию здоровья своего. Ну вот регулярно, если люди делают, у них очень хорошее вот восстановление здоровья. Не случайно в России как профессия это называется адаптивная физическая культура. Да, это А вот, те, кто вот, ну, плаванием занимается, вот есть вообще вот эти фридайверы, да, фридайверы, да, да, это прям задержка дыхания это нужна. не вредно? Полезно? Это все очень индивидуально. То есть почему вот мы в основном стараемся приглашать людей, ну, может быть, даже индивидуально, хотя бы однократно какое-то проверить, да, потому что все люди разные, мы никуда от этого не уйдем. Я сразу вспоминаю, у меня инструктор фридайвинга международного уровня квалификации, она пришла тоже на обучение, тоже получила пользу, Мгм. была довольна. Вот, то есть ей-то никак это не может быть вредно, Мгм. она углубляет свой профессиональный уровень. А какой-нибудь человек с ослабленным здоровьем, которому задержки дыхания в принципе не нужны, ему бы наоборот наладить Чаще. Да. отпускающее дыхание без задержек, да, который и так весь в стрессе, может быть, ему и не нужно. Да, то есть здесь вот общими мы не Ну, можем тоже такими интересный, да, такой категориями момент. жонглировать. Я, например, заметила, что я еще иногда с тренером хожу на плавание, ну, просто там Да-да. час. И как раз вот это вот время, которое я там нахожусь, мне приходится, ну, единственное, когда мне приходится вот как-то дышать, ну, как вот по счету, да, Во и время еще. плавания. Да, то есть, ну, мне говорят, что делать, сколько раз Да, дышать, на какой счет. И я в этот момент вообще не думаю ни о чем. Знаете, там все даже мысли уходят, которые там какие-то проблемы, там еще что-то. И ты да, думаешь только вот как правильно посчитать, как правильно это. И то есть вот этот час для меня я реально выхожу оттуда, там отеки все уходят, вот да. даже несмотря вот на то, что ты там особо ничего сильно не делал, вот я как-то заметила, что это прям класс, даже просто раз в неделю, если ходить. То Да, ну есть, вот да. даже если взять дыхание в спорте, это, конечно, специализация, это уже прям моя особая какая-то вещь, а я все-таки о более простых вещах Мгм. вот хочу донести, да, что Да. можно даже без спорта хоть как-то заниматься. Но здесь то, что вы пояснили, это прекрасный пример комплексного воздействия. Почему очень, опять же, хочется людей вдохновить, чтобы они взяли, выбрали себе какие-то дыхательные практики, вот коллекцию, такую копилочку личную. Потому что, когда человек думает о своем дыхании, он в это время не думает о стрессах, о проблемах, о переживаниях, и у него получается разгрузка. Он отключил напряженную вот эту функцию расхода нервной деятельности, да, своей симпатическую нагрузку, и он восстанавливается, и он отдыхает. И это баланс, о котором мы поговорили, баланс нужен всегда в жизни. Да, поэтому вот просто сам факт выполнения дыхательных упражнений уже может давать разгрузку, вот перезагрузку и восстановление своего состояния. По поводу дышать медленно.
и жить как черепаха 300 лет. Но у нас физиология, Да. конечно, отличается от черепахи, то есть мы такой не можем себе взять ориентир, но скорость дыхания — это параметр вот один из семи, про который мы говорили, и он как в естественном дыхании есть, так и в виде упражнений. Да, вот все-таки если четко понимать, что естественное дыхание — это одна история, это просто физиология, а волевые упражнения, которые мы делаем для тренировки, это другое. Вот. То есть в виде упражнений быстрое дыхание тоже полезно. Потому что оно работает в активной фазе нервной системы, вот симпатической, и оно как раз выводит застрявшую нагрузку. Почему людям тяжело вот, в стрессе? Потому что оно как бы застревает очень много вот этой нагрузки, и она не реализуется. Наверное, все знают вот эту сакраментальную историю тигра, да, там, а мы не убегаем от тигров, мы просто напряглись, но не бежим никуда. Вот, поэтому быстрое дыхание дает мышечную разрядку. Как бы мы от какого-то вымышленного тигра как будто и побежали. То есть от этого становится человеку легче. То есть скорость дыхательных Как будто еще практик. какая-то физическая была, да, у него Да, активность. дыхание Да. же — это мышцы. Мы Мгм. поработали мышцами в такой, ну, микроскопической дозе, некоторые даже и не задумывались об этом. Но тем не менее, вот физиологически это дает эффект высвобождения внутреннего напряжения. Поэтому как упражнение быстрое дыхание, оно, в принципе, хорошо. Но мы там всегда смотрим еще на состояние здоровья человека. То есть не могу огульно, да, сказать, что всем хорошо, да, то есть, ну, безопасность всегда, У конечно же, каждого я все равно учитываю. индивидуальные будут даже вот эти упражнения. А То есть, еще вот мгм. эта скорость, она все равно настраивается индивидуально, потому что даже диапазон скорости собственного дыхания человека, то есть для человека нужно будет тогда дышать быстрее, чем он дышит естественно. Да, вот в естественном режиме у меня такая скорость дыхания, а для тренировки я буду дышать быстрее. Но если мы возьмем, вот у Минздрава есть нормативы, ну, там очень разные они, кстати, по разным странам, тоже смешно, даже цифры разные, но условно от 12 дыхательных циклов в минуту до 25. Это почти двукратная разница. 12 или 24, да, то есть Мгм. один человек. И если будет скорость, например, 15, одному будет быстрее, а другому, наоборот, медленнее. То есть усредненные вещи, они не Мгм. срабатывают. Но То есть надо в если своем да. дыхании разбираться. Каждому человеку, вот я считаю, никуда не уйти от того, что каждому человеку нужно разобраться с собой и своим собственным дыханием. Да, еще один Мгм. интересный момент, хотя бы из школьного курса физики, это вопросы давления. Вот как дыхание связано с сердечно-сосудистой деятельностью. Когда мы делаем вдох, диафрагма опускается, зона пониженного давления, туда устремляется воздух, но в зону пониженного давления не только газа, но и жидкости ведь охотно переходят. И жидкости — это и кровь, и лимфа. То есть мы помогаем сердечной деятельности за счет качественного дыхания, когда диафрагма полноценно двигается. То есть у кого у людей вопросы по сердечно-сосудистой системе, это прям, ну, тоже очень серьезная задача, чтобы разобраться со своим дыханием. Скорее всего, там что-то вот с этим искажениями дыхания, скорее всего, там обнаруживается. И лимфа, про которую тоже стали что-то люди уже узнавать, но она вообще ведь циркулирует только за счет или мышечных усилий, или разницы давления. Еще вдоль ножки диафрагмы там идет вот этот проток лимфатический. То есть это вот все буквально. Если у человека некачественное дыхание, искаженное, вот такое нарушенное свое дыхание, у него по физиологии все вот вылетает и страдает. Из последних разработок очень интересная была техника, она называется когерентное дыхание. Когерентное дыхание, физический термин, означает связанность, такую согласованность. И вот там специалисты обнаружили, причем случайно они тестировали в лабораторных условиях человека с датчиками, там у них некая своя другая была гипотеза, и обнаружили, что при определенном настройках дыхания три системы в такую синхроничную режим графически обнаружится: это дыхательная, нервная и сердечно-сосудистая. И вот эта практика, на мой взгляд, она столь же великая, как вот в свое время Ребёфинг был в конце 20 века, популярность заслуженную тоже получил. И сейчас я считаю вот это когерентное дыхание, потому что для человека вот эти, ну, хотя бы про 3 системы люди все таки задумываются, что нервная система нужна и сердечно-сосудистая То есть нужна. она, получается, все охватывает, да, там, ну, Оно пользу, охват да. ну, вот это Мгм. буквально уже то, что, ну, прямо на графиках уже Мгм. нарисовано, но на самом деле ведь это связано. Вообще дыхательная функция, она влияет абсолютно на все. Я удивилась сама, когда проходила обучение, как может на кости влиять дыхание. Я думаю, при чем тут кости, да, вот костная структура и дыхание, там, вдохи и выдохи. Оказывается, она влияет тем, что все это взаимосвязано в организме, и как раз дыхание, например, крепится. Ножки диафрагмы. Диафрагма — главная дыхательная мышца. Ножки крепятся к поясничному отделу позвоночника. И очень многие люди страдают от проблем с поясницей, они куда-то идут, и им там что-то поправят, да, мануальный терапевт, остеопаты. Но если причина в том, что вот эта мышечная часть, да, вот эта диафрагма, она спазмирована, то есть она укорочена, и она все время поясничный отдел, ну, подтягивает, получается, из спокойного, свободного состояния.
Ну и как мы снимем проблему, если мы ничего не поделаем с дыханием? Ну, мы ее не снимем. Так и получается, что люди А как ходят и дыхание вот, мучаются. ну, фактически, как это помогает решить эту проблему? Как и любая мышца, она Мгм. должна сокращаться и расслабляться. А здесь она, получается, в сокращенном состоянии Мгм. застряла. То есть нужно снимать спазм диафрагмы. И то есть из-за этого может спина болеть, да? То есть как, ну Да, вот ну вот все. нижний отдел спины, а еще и верхняя часть спины начинает болеть, потому что если диафрагма не работает, а нужно человеку объем воздуха как-то себе раздобыть, вот, и если не может, вот, кроме сердца, ведь диафрагма постоянно работает. Люди говорят, сердце у нас постоянно стучит, а диафрагму забывают. А она же тоже постоянно работает, это мышца. И она всю жизнь, вот с первого вдоха при рождении, как поэтично говорят, до последнего выдоха при смерти, работает диафрагма. И вот может так сложиться, что она, ну, спазмирована, она плохо работает, тогда дыхание другим способом нужно воздух взять человеку, и тогда начинают включаться дополнительные вспомогательные дыхательные мышцы, и они уже выше находятся. А они же на это не рассчитаны. Они рассчитаны на нагрузку или временную там предельную нагрузку, совершить подвиг. Человек на это запрограммирован, да, чтобы нагрузку выдержать какие-то. Особенно, наверное, да, когда идут какие-то вот, ну, человек идет, в спорт, в какой-то Да, серьезный, да, то есть там вообще, наверное, такие нагрузки, а здесь не хватает, да, каких-то ну вот и вещей. если у Да. человека не работает основной источник дыхания вот через диафрагму, тогда у него начинаются вспомогательные вот эти, они же дополнительные, да, а они на себя берут основную тяжесть и начинают повседневность обслуживать. Они перенапрягаются, перегружаются. Что здесь может тогда? Они начинают пережимать кровеносное русло, нервные какие-то окончания, и тогда головные боли, внутричерепное, внутриглазное давление, проблемы с руками, да, вот у людей не имеют руки. И это тоже все может быть вызвано причинами, связанными с некачественным искаженным дыханием. Это прям очень вдохновляет, ну, что что действительно можно какой-то такой базис, а все остальное — это, ну, как бы уже наслаивать, как какие-то Да, то есть еще вещи. получается из фазы минуса Да. перейти хотя бы вот в какую-то нейтральную фазу, а дальше ведь можно двигаться в фазу плюс. То есть если человек фундамент уже в себе вот свое дыхание приобрел, восстановил, у меня красиво вот есть идея вслед за тем, что вот 7 параметров как музыка дыхания, 7 нот дыхания, и вот эта своя музыка, восстановить свою музыку дыхания, найти, да, и тогда у человека вообще другое качество жизни, у него отпадают вот эти проблемы выбираться из минуса, и он тогда может уже думать, какие у меня мечты, какие у меня желания, да, то есть вот сюда идти, потому что пока в зоне минус, ну, не приходится этим заниматься. Если нету Просто мечт, если нету каких-то желаний, то неправильно дышите, друзья. да, Надо, скорее всего, да. так и есть. И у нас, например, прекрасный совершенно результат. Вот я вижу, я плотно работаю с обучением специалистов. Это большая программа. 9 месяцев на первую квалификацию и 2 года на вторую квалификацию. То есть 9 месяцев каждую неделю мы встречаемся. Это живые занятия. Я вижу, как они дышат, как они отвечают, как они учатся работать с клиентами. И я вижу их собственный прогресс. У нас все вот специалисты как сапожник в сапогах, да, и они сами проходят этот путь клиента. И вот все и преображаются, и очень мне нравится, как внешность преображается. Вот давайте на этом поподробнее остановимся. Да, но это же тоже не секрет. Насыщение кислородом, да, вот правильное полноценное функционирование клеток. Первый аргумент. А второй аргумент — это расслабление. Да, потому что когда чего морщины, когда человек вот Но это как раз напряжение, это таки, мышечное напряжение. кто ботокс, да, применяет, то есть это же можно делать все какими-то еще Да, у меня есть одна выпускница, дыхательными. которая взяла себе специализацию дыхание красоты и здоровья. То есть она вот прям Мгм. ну, Но это призывает действительно женщин, да, можно, этим да, сделать, заниматься. Мы видим в отменить конце ботокс занятия. и, заменить это какими-то правильными техниками дыхания. Ну, не возьмусь вот так резко Мгм. говорить, но, по крайней мере, улучшить свою внешность вполне можно. Мы видим в конце занятия, лица преображаются, вот прям, ну, расцветают. То есть люди могут сфотографироваться до занятия, и в конце это уже будет Мгм. очевидная разница. Ну, то, что это можно делать еще не только на занятии, да, где-то еще там дома Конечно, и, применять. как я говорю, Да. это же упражнение, которое вы во время занятий узнаете, вы можете самостоятельно это делать в своей повседневности, несколько секундочек, несколько минуточек, вот где есть время, там по дороге или в очереди, или там в машине вы сидите. То есть это вот не требует таких специальных усилий. То есть это и есть инструмент для повседневности. Я вот, ну, часто слышу, что фейслифтинг, гимнастика для лица, но мне как-то вот на самом деле это не очень отзывается в том плане, что, ну, там все равно есть много нюансов и разные мнения. А здесь, я так понимаю, вот даже если с кем бы ты ни пообщался, вообще никаких не будет противоречий. То есть это все равно, опять, как я еще сказала, да, какая-то будет фундаментальная вещь. И действительно, у нас же мышцы, когда где-то что-то зажимается, то есть именно, ну вот, расслабляемся-то мы дыханием, даже какое-то такое, а, все всегда говорят, да, что
продышаться, там правильно расслабиться, подышать или там, когда ты нервничаешь, подышать. Да, если Да. вернуться к этой идее, как вот наш подход, вот наш взгляд системной дыхательной терапии, то есть сначала фактор осознанности человек замечает, что мне тяжело, и как я могу себе сделать легче? Вот через инструмент дыхания продышаться, буквально выполнить дыхательное упражнение. Да, если просто знать, какое, оно короткое. Хорошая новость в том, что они прям вот не требуются многочасовые практики. Это буквально вот те же 20 секунд, да, уже может вполне сработать, и 1 минута. Это прекрасный быстрый Ну, мы вот результат. сегодня уже выдохнули, Однократно делали, да. да, очищающее А дыхание. как Вдох с усилием, а выдох с расслаблением. то есть, это такое, да? А еще вот какие-то вы дадите нам, нашим зрителям Конечно, фишечки, конечно. что что-то Да, интересное? у нас Да. любимое есть упражнение, называется дыхание змеи. Оно имеет антистрессовый высвобождающий эффект, тоже очень легко выполняется. И, может быть, у кого-то, если детки там или внуки, вот что-то такое есть, то приветствуется вместе с детьми. Семейное дыхание тоже у нас такое направление. Выполняется буквально вот мы изображаем из себя змею. То есть мы сделаем глубокий вдох носом, и дальше выдох со звуком «С», как будто змея. И можно даже такие движения телом делать. Давайте попробуем. Вдох Давайте. и выдох со звуком «С». До самого конца выдохните, продолжайте, если идет, он еще несколько секунд может идти. И можно представлять, что вместе с этим выдохом, с этим звуком выходит, ну, не знаю, яд какой-то, вот то, что вас тяготит внутри, то, что неприятное такое накопилось. И вообще несколько повторов, 3-5 повторов можно делать с разными звуками. Можно со звуком «ш». Мы сейчас будем еще делать? Давайте. Давайте со звуком Будем. «ш» теперь. Большой вдох и выдох со звуком «ш» до самого конца дыхания. Прошу. Продолжайте, и вот представляете, что прям как змея, вот яд прям выжимает, да, из себя, и прям сильнее, сильнее, я пока не верю, да. Да, вот прям Мне такие нравятся упражнения, можно прям, они как-то легко да, очень. теперь со звуком щи. Еще раз. Намеренно вы это высвобождаете. Да-да-да, вот прям с усилием. Это выдох с усилием, да. Мгм. Но Теперь дома можно можно, наверное, так еще, когда никто вот не 3-5 видит. раз, давайте еще Мгм. 4-5 сделаем. Можно делать дробные порции разной продолжительности. Вдох, любой звук, давайте возьмем «С». Еще. До конца, до конца, до конца выдоха. Так. И теперь «ш» тоже дробный. С усилием, с усилием, с усилием. И до самого да. Мгм. Так, и вот обратите внимание, такой вздох облегчения сейчас сделайте. Ах. Есть ли какое-то ощущение, что немножко внутри вот поменялось? Да, есть и так какая-то голова стала более, Вот. легкая. Да, да, то есть и я снова прошу обращать внимание на все уровни своего человеческого существа, потому что это влияет и на физическое состояние, вот мы поработали выдох высвобождающий дело, и эмоциональное состояние, настроение, и в голове. То есть довольно часто говорят, ну как-то посвободнее стало, полегче. Спокойнее как-то. Вот, то есть после того, как мы высвободили напряжение внутри, возникает тогда состояние спокойствия, то есть переход из напряжения в расслабление. Ну, мне кажется, это забавное такое милое упражнение, оно и несложное, вот, поэтому уже А можно дайте нам начинать. какое-нибудь упражнение для красоты. Для красоты. Что-нибудь такое простое, Ну, чтобы вот из самого да. простого, наверное, во-первых, вот это все, что мы делали, уже будет способствовать Мгм. красоте, потому что и сброс напряжения, и вот и прицельное дыхание змеи, высвобождение. А мне нравилось, вот из последнего, что мне понравилось, 2023 года Стэнфордское исследование, там сравнивали 4 вида дыхательных практик, и на первое место вот они обнаружили вот такая практика, и она тоже несложная, очень несложная. Нужно сделать большой вдох и еще до вдох. И отпускающий выдох, который уходит в бесконечность. То есть такой протяженный выдох, но свободный. И еще раз делаем вдох и до вдох. И получается, и выдоху уделяем время, да, мы открываем дыхательные пути, их не закрываем, и воздух свободно Мне выходит. вот эти вот прям облегчения очень нравятся как-то. Вот, Я даже не конечно, думала, что конечно. это можно специально делать. Ну вот я рада, Да. что вы замечаете, да, Мгм. что такие мелкие вещи, но они вот действительно, ну, они работают, они работают.
Вот, и такой вдох с вдохом и выдох, ну, до 5 минут. Да, вот 5 минут полная порция, в принципе, делается. Но даже несколько таких дыханий, они уже вот дают сброс текущего напряжения. Если мы говорим о женской красоте, то есть за счет большого вдоха мы много кислорода получаем, и за счет отпускающего выдоха вот мы напряжение сбрасываем. То есть такая малюсенькая, но она комплексная, с таким хорошим очень эффектом. Мужской красоте тоже поможет. В этом Да. плане, вы знаете, есть абсолютно смешная концепция женского и мужского дыхания. Может быть, вы тоже слышали, не знаю, зрители Не, об этом я не слышали. слышала. Это хорошо, потому что Мгм. если мы посмотрим на физиологию, ну нет у нас в дыхательной системе половых признаков. Вот. То есть дыхательная система, Это что у интересно. мужчин и у женщин, она устроена однотипно, поэтому нет как такового женского дыхания и мужского. Поэтому все полезные советы, которые здесь звучат, они и для мужчин точно так же будут работать. Точно так же кислород будет давать им и здоровье, и энергию, и там по внешности, да, если есть пожелание, то есть будет работать точно так же. У меня еще такой вопрос. Есть такое дыхание, то есть я тоже, когда еще раньше ходила часто на йогу, там, на кундалини, и там какое-то Мгм. было такое сложное дыхание, холотропное. Какие-то отдельные были там уроки, Мгм. отдельные у них, клубы создавались. Вот, и, там люди чувствовали какие-то вообще там чуть ли не приходы, измененные состояния сознания. Что это вообще такое? Насколько это вредно, опасно или вот как с этим взаимодействовать? Это как раз третья группа дыхательных Мгм. практик вот в мире, в мировом наследии таком. Мы поговорили, есть малый формат дыхания, один вдох и выдох, средний формат дыхания, вот там сколько-то повторов делается, от 5 секунд до 20, скажем так, минут. А есть еще большой формат дыхания. Это группа техник, их прям несколько тоже в мире существует, которые дают очень такое большое вмешательство во внутренний мир человека, и они дают глубинный трансформационный эффект. Холотропное дыхание — один из ярких представителей такой работы, и есть много. Ну вот я больше работаю через ребёфинг. Он на самом деле родоначальник вот, современной дыхательной терапии, большого формата дыхания. И их довольно много. У нас вообще, Россия этим славится. У нас Сергей Всесвятский, мой первый учитель дыхания, невероятный тоже человек. Он привез как раз эту культуру вот в Россию, и он потом на базе того, что изучал, за рубежом он проехался, изучил ребёфинг у Леонардо Оро, холотропное дыхание у Станислава Грофа, там вайлейшн у Джима Леннарда, и сделал такой объединенный метод, назвав его свободное дыхание. Он как раз был один из соучредителей международной вот этой профессиональной организации. В 93-94 году они ее создали, поэтому я говорю, она уже вот сколько лет существует. Козлов Владимир Васильевич наш, ну это вообще наш просто, ну не знаю, светило, да, вот он профессиональный психолог, профессор психологии, и у него метод дыхания, музыка, движения тоже разработанного, тоже на фундаменте академическом стоит. Вот, поэтому про холотропное дыхание, если люди что-то знают, слышат и боятся, вот, я бы в первую очередь попросила посмотреть, а кто ведущий. Потому что холотропное дыхание — это тоже, ну, вот методика, которую грамотно обучают. И если мы вернемся к профессиональному стандарту специалистов по работе с дыханием, то общее вот у нас все-таки двухгодичное в стандарте, и это доступ ко всему мировому наследию. А в холотропном дыхании у них такие высокие требования, там 3 года и только один метод. Только одно холотропное дыхание ведущий должен изучать 3 года. А может ли такое быть, что когда человек приходит вот на какое-то занятие по йоге отдельного вида, ну, сейчас вообще очень много, да, всего, Да. и непонятно там, какие, насколько качественные специалисты, да, может ли он навредить себе такими занятиями, если он пришел, там 3 раза подышал, а что-то там может пойти не так? Мы про клиента или про Мы инструктора? сейчас говорим про клиента, который пришел к какому-то, ну, инструктору, и такие сложные виды дыхания сразу ему дают, в качестве каких-то там занятий. Ну, зависит от квалификации инструктора, потому что каждый вот единичный метод, он сам по себе наверняка хорош, и он работает, но для тех людей, кому это подходит, и для тех людей, кому это нужно. Да, то есть если люди случайно попадают, я была сама на таких тренингах, вот как участник, где не было информации, и участники случайно оказались вовлеченные уже вот в такой глубокий дыхательный процесс. Они были в ужасе, потому что они на это не рассчитывали, они этого не хотели, они этого не искали, их не обучили, что там с ними будет. Вот, то есть, ну, такие вещи, они как-то, ну, просто вызывают недоумение, разочарование. И я всегда за профессиональный подход. То есть ведущий не случайно должен пройти, ну, обучение. Если он выберет один метод, он идет в школу этого метода и, ну, узнает там что-то. Хочется верить, что каждый метод умеет грамотно обучать. По крайней мере, вот в холотропном дыхании обучают, в ребёфинге обучают, но это не отменяет того, что по всему миру
Вот не только Россия, это я же с мировым там, сообществом сотрудничаю, поэтому я, к сожалению, знаю эту картину во всех странах мира. Смелые ведущие проводят все, что угодно. И йогу вам проведут, и холотроп вам проведут, и ребёфинг вам проведут. А какие могут быть последствия, вот если брать какие-то негативные после, ну, некачественного, или человек не готов вообще к такому? Пришел, Ну, да? да, то есть Мгм. грамотный ведущий, он же обучается и предоставлять информацию, чтобы у клиента был выбор. Да, вот я хочу это, мне нужно это, я понимаю, на что я решаюсь. То, что глубинная работа с собой, она, ну, я считаю, из грамотных рук она безопасна, но не все же хотят. Да, не все хотят там готовы с собой иметь дело, увидеть что-то в себе, там, трансформировать. Вот, ну, то есть навредить можно, если состояние здоровья клиента не учитывать. А это грамотный специалист перед началом практики обязательно выясняет состояние здоровья клиента, и вплоть до того, что мы будем отказывать каким-то людям, не пригласим их на занятия, если у них есть вот А нужно противопоказания какие-то по анализы списку. сдать или что вот, ну, чтобы действительно какими-то такими сложными вещами, Ну, пойти нет, мы не заниматься? говорим об анализах вот перед занятием, но Мгм. говорим о том, что клиент должен предоставить достоверную, полную информацию о своем здоровье, и он тем самым принимает на себя ответственность. Если он скрыл что-то, да, ну, как бы, а мы говорим, что вот при определенных диагнозах вам не нужно участвовать в такой практике. Потому что там может быть большая нагрузка, она может быть через дыхание, как мы поговорили, оно связано с сердечно-сосудистой системой же. И Да, если ну мы как говорим о бы глубинных процессах, это работа с бессознательными слоями психики человека. И если у человека много вот там накоплено напряжений, они неосознаваемые, да, то есть она может достаточно драматично как-то или интенсивно высвобождаться, и тогда вот сердечно-сосудистая система получает нагрузку. И это должно соответствовать уровню здоровья человека. Вот, то есть такими вещами шутить ни в коем случае нельзя. Другие какие-то обстоятельства есть. И нервная система. То есть люди с психическими расстройствами, вот, они все-таки не приглашаются на такие глубинные практики. Другое дело, если психиатры, а это уже специальная это медицинская квалификация, да, вот они могут работать как раз с людьми с психическими расстройствами такими тоже глубинными дыхательными методами, но у них совершенно отдельная история, да, поэтому они вот под своей ответственностью они это будут делать. интересно, потому что я слышала вообще, что там люди некоторые сходили с ума от такого дыхания. Там какой-то был прям эффект, как от каких-то наркотиков. Ну, то Вы есть, знаете, да, эффект да. есть. Я ответственна за каждое слово, да, Мгм. поэтому если кто-то скажет: "Сошел с ума", я бы сказала: "Ну, давайте прям подтверждать, да, Мгм. буквально ли получился такой результат". Вот. Но, раз мы по-прежнему говорим о погружении в бессознательные слои психики, разблокировании того, что у вас было заблокировано, а вы не осознавали, и это вопросы могут быть и родовой травмы, травмы рождения, она может быть физиологическая, она может быть психологическая, начиная там, не знаю, перинатальные какие-то вещи, зачатие, желанный, нежеланный ребенок. То есть вот эти все вещи, они на самом деле идут в работу, но это и есть, вот как я сказала, 2 квалификации. 9 месяцев у нас обучают специалисты вот, свое дыхание, вот эти признаки дыхания, 7 нот дыхания. А еще до 2 лет они тогда обучаются, чтобы вот с этими глубинными вещами работать с клиентами. Вот. И тогда это, если человек хочет освободиться от этого, хочет что-то узнать о себе, потому что то, что подавлено, мы не знаем, а во время дыхания, оно как-то иногда становится понятно, да, какой-то ответ получает или озарение, почему родители, почему у меня в прошлом было так, да, и что мне с этим делать дальше. Или оно как-то отпадает просто. Раньше меня тяготило, а теперь я по-новому это вижу, да, я как-то свободен уже от этого. То есть это прекрасная работа, очень глубокая. И она не всем просто людям интересна. Мы не скажем, что это хорошо или плохо, люди все разные, но если человек вот хочет, ну, я тогда советую найти грамотного ведущего, профессионального, и тогда вот эти вещи есть. Если человек не готов, тогда он будет напуган. Скорее всего, эта длинная практика, она занимает вот больше, чем 20 минут. И, ну, важно продолжать тогда это делать. Вот. А если человек очень сильно напугается, он там начнет ее комкать, он ее не доведет до конца. То есть он себе поднимет из глубины какие-то вот эти подавленные напряжения, да, и дальше останется вот с ними поднятыми, не высвобожденными, и какая-то получается, ну, негармоничная история. В общем, все серьезно, нужно искать специалиста хорошего. Ну, конечно, Да. я за это. А, у нас в гостях недавно был, конфликтолог, и он нам рассказывал, как правильно работать с конфликтами. Кстати, выпуск уже есть на канале "Элементалика", смотрите. Я задала ему вопрос там, как в какой-то ситуации нужно там. Я вот, например, стараюсь там как-то дышать, но я, естественно, делаю это неправильно, но все равно стараюсь это делать. Дайте совет, как правильно, дышать, если вот что-то где-то пошло не так, не знаю, там, как успокоиться, какая-то там предконфликтная ситуация или просто какая-то там тревожность. Что вот, как, ну, какой-то вот дайте нашим зрителям лайфхак, который вот поможет именно вот, взять себя в руки, мобилизовать, успокоиться, вот где угодно. Ну, в принципе, мы поделали дыхание Мгм. змеи, это тоже уже вот будет высвобождать напряжение.
Также давайте возьмем когерентное дыхание, которое я сегодня уже упоминала, потому что я его очень люблю, именно потому что оно практически незаметно. Вообще в любой обстановке вы его точно сможете поделать. Хорошо для этого иметь или секундомер, а он в любом смартфоне же есть, да, Мгм. или в пространстве окружающем, или просто хорошее чувство времени, да, какое-то свое внутреннее, примерно. Примерно, раз у нас сейчас нет обучения, да, все-таки мы так вот Мгм. примерная какая-то демонстрация, то будем ориентироваться, 5 секунд будет занимать вдох и 5 секунд выдох. И это получается комфортное, спокойное дыхание. Вот примерно я по памяти, как я считаю секунды. Вдох, 2, Носом 3. дышать или как? Сейчас Мгм. комфортное и спокойное. То Вообще есть, не ва как вот просто правило, как дышишь в жизни. как, вот лучше, да, то есть Да. вот видите, в обучении все-таки несколько вещей мы должны обсуждать, но в среднем, как комфортно, ожидается, что люди Мгм. носиком будут дышать тогда спокойно. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Еще вдох, 2, 3, 4, 5. И выдох, 2, 3, 4, 5. Примерно сейчас без секундомера я посчитала как-то близко к 5 секундам. Хотя бы 1 минута. Если есть возможность, 5 минут. Я приглашала на конференцию, вот я с тех пор, когда вот эту разработку сделала, 7 нот дыхания, музыка дыхания, и вот с международным сообществом стала общаться, я каждый год проводила, сейчас провожу международный дыхательный форум и приглашаю вот зарубежных светил, прям создателей методик, президентов наших международных организаций, каких-то крупных ученых. И вот я разыскивала по когерентному дыханию специалистов, они там не всегда тоже могут, да, и вот наконец-то все сложилось, вот они пришли, и вот я прям помню, Патрисия Герберг, автор книг тоже, она профессор медицины, еще клинический психолог. Она говорит: вы знаете, даже 1 минута — это лучше, чем ничего. И я хочу сказать, я сама этим пользуюсь, я же тоже живу в Москве, да, здесь много стрессов, там какие-то обстоятельства в жизни, я живой человек. Я этими всеми вещами пользуюсь. У нас очень удобно в Москве светофоры с обратным отсчетом времени. Вот, может быть, где-то тоже в других Мгм. городах они есть. И если, вот больше 60 секунд, да, бывают длинные светофоры, вот, пожалуйста, не теряйте Используйте с времени. пользой, да, время. Конечно, да. Даже за рулем, да, люди ездят, за рулем же тоже люди нервничают, подрезает или пробки, или что-то. Вместо этого у нас комплексная работа с сознанием. Мы говорим, если раньше там старый сценарий, все плохо, я застрял в пробке, там, за что мне это, да, все плохо, все плохие. Вместо этого новый сценарий. Я застрял в пробке, вот же, у меня есть время, чтобы подышать и сделать себе пользу, да, для здоровья, для эмоционального состояния. Я буду разгружаться. Зачем мне сейчас нервничать? Я сейчас лучше подышу. Вот, и глядя на светофор, пожалуйста, можно дышать. Где еще есть время? Секундами. Тоже из примеров работы с клиентами. Бывает, что раздражает реклама, которая в середине какой-то программы, да, включается. Если там бегут секунды, пожалуйста, не обращайте внимания на рекламу, вы смотрите на секунды, вам подарок судьбы, сколько-то 30 секунд вам дали, дышите когерентно, 5 секундочек вдох, 5 секундочек выдох. Да, у всех своя повестка, вам не нужно играть чужую игру, да, вы занимаетесь собой. Внимание себе, энергия себе, кислород себе, дыхание себе. Минутка социальной элементальной нерекламы. Когда-нибудь я расскажу историю о том, как так получилось, что у меня есть не одна, не две, а целых 3 собаки. Таких разных, но таких моих. Они обогатили мою жизнь и наполнили ее режимом, ответственностью и, конечно же, радостью. И да, я считаю, что питомцы – это лучший тренажер для развития эмоционального интеллекта и раскрытия сердечной чакры. А еще прогулки с ними мне точно добавляют бодрости и помогают так незаметно прочитывать, точнее прослушивать очень много аудиокниг. И все же сегодня хочу рассказать не про это. Сегодня я познакомлю вас с сообществом, где уже нашли свой дом более 100 выброшенных на улицу отказников-лабрадоров и близких собак к этой породе. Да-да, вот и я когда-то не знала и даже представить не могла, что от таких собак могут отказаться. Часто некрасиво и жестоко, но не будем сейчас о грустном. Важно то, как можно помочь и стать частью цепочки добра. Просто знайте, на страничке Лабродяга ищут новый родной дом отказники-лабрадоры разного возраста, разного цвета, каждый со своей уникальной историей предательства и, конечно, есть классные трепетные истории об обретении нового доброго дома. Кто-то прямо сейчас ждет в самом обычном приюте, кому-то повезло попасть на временную домашнюю передержку. Кто-то, обычно кто помоложе, быстрее находит дом, а кто-то может ждать годами. Все подопечные команды помощи лабрадорам прозрачны по здоровью, поведению, воспитанию. У каждого есть свой куратор, и все они пристраиваются в разные города, а иногда и страны. Так вот, чем же и как можно помочь и поучаствовать в судьбе этих добрых и классных лабродяг? Лучшая помощь всегда делом. Первое. Информация и ее распространение – это самая ценная помощь в таких делах.
репост с теплым душевным комментарием, рассказ знакомым и любая информационная поддержка. Это всегда большой шанс стать судьбой для одной большой собаки. Второе. Всегда можно помочь волонтерской домашней передержкой до окончательного пристройства и обретения постоянного дома. Подробнее о такой помощи есть большой раздел в аккаунте Лабродяга, но и главное, возможно, вы и сами думали взять собаку из приюта. Возможно, и никогда не знали, что в приютах много собак разных пород. И вдруг кто-то мечтает о лабрадоре. И кому-то все же важно именно сделать большое доброе дело и взять из приюта, а не покупать. Теперь вы знаете, что такого важного члена семьи можно принять в свои добрые сердца и руки, даже если это огромный лабропес. Все подробности на страничке Лабродяга в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки в описании. И помните, репост – это помощь. Спасибо. А важен воздух, которым мы дышим в этот момент? Или все-таки... Потому что сейчас, знаю, скажут, на светофоре стоять, дышать как-то так, наверное, не очень. Слушайте, это типичная Да. ловушка, Мгм. когда люди не учитывают как раз 7 параметров дыхания. Ведь если они бы не занимались сейчас дыхательной практикой, но они бы не перестали дышать, они бы все равно дышали ровно этим воздухом с выхлопными газами. И здесь, когда люди переживают, они, наверное, себе как-то изображают, что нужно глубоко дышать, Мгм. что-то невероятное сейчас начнем делать. А мы же этого не предлагаем. Мы предлагаем на фоне естественно, особенно когерентное. Она очень мягкая и спокойная должна быть, максимально комфортная. То есть и здесь глубже не надо дышать. Наоборот, по сути, дыхание замедляется. То есть вы будете, может быть, меньше Помним брать... про черепаху. Да, да. Вот. И, может быть, вы будете брать меньше вот этого атмосферного воздуха, пусть он загрязненный, но он будет более эффективно усваиваться. Потому что там есть вот тоже с точки зрения науки процессы. Надеюсь, многие уже знают, что у нас усвоение кислорода зависит от наличия углекислого газа в крови. При достаточной концентрации только кислород будет переходить. А если мало углекислого газа, кислород не будет выходить. То есть кровь может быть на 100% насыщена кислородом, а ткани будут погибать от кислородного голодания. Вот, казалось бы, парадокс. Но вот надо знать, что это поэтапное дыхание от внешнего через кровь. Оно должно уйти в ткани. И в ткани оно уйдет только если есть углекислый газ. Углекислый газ, может быть, кто-то тоже не задумывался, а он вырабатывается у нас в процессе метаболизма. Мы сами себе постоянно вырабатываем углекислый газ. Вопрос, что мы с ним делаем. Когда мы быстро дышим, мы его быстро удаляем, и он быстро теряется, у нас расходуется. Вот, поэтому здесь мы замедляем дыхание, и у нас очень хорошо в это время углекислый газ вырабатывается, то есть очень гармонично все вот прям выстраивается одно к одному, и польза со всех сторон. И нервная система успокаивается, эффективность вот усвоения кислорода повышается, поэтому я очень прям эту практику люблю и И стараюсь можно всем ее даже давать. делать это на светофоре, не обязательно ехать куда-то в лес. Да. Да, но здесь вот это Мгм. практики для повседневности. Если вы Мгм. живете в Москве, да, в городах загрязненных, ну что делать? То есть лучше не будет, если вы не будете осознанно что-то делать с собой. Да? То есть мы осознанностью никогда не навредим. Только получим пользу. Класс. Спасибо вам огромное. Расскажите, где можно вас найти, почитать. Я знаю, что у вас есть книга. Расскажите, кому-то будет интересно изучить более глубоко. И там про ваши какие-то уже, где вас найти в соцсетях, может быть, почитать. Да. Конечно, да, Мгм. везде есть. Вот в интернет по имени Любовь Богдановой Мгм. «Дыхание» уже будут находиться ресурсы. Сайт вот этот наш одыхание.ру, Международный центр изучения и практики осознанного дыхания. Книга была «Вдох-выдох. Практики осознанного дыхания». То есть все эти вещи есть, и буду рада поделиться своими знаниями и навыками. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если у вас какие-то вопросы возникли к Любови, то в комментарии можете написать и найти ее в соцсетях. Я все ссылки прикреплю. Спасибо большое, что были сегодня с нами и дали столько полезной информации, очень вдохновляющей. Благодарю. Мне кажется, очень интересная получилась беседа. Я хочу пожелать вашим зрителям: дышите осознанно, восстановите свое дыхание без искажений, и пусть дыхание будет вашим другом, учителем и верным спутником в вашей повседневности. Спасибо.